И всем привет, друзья! Пожалуйста, чатик, напиши уже, кто успел подойти. И напиши, как меня слышно. Привет, Оля. Что ж, в прошлый раз мы закончили с вами приключения Сида. Я надеюсь, чатик, тебе понравились эти приключения. Мы, конечно, очень сильно протупили в последней части, не увидев эту маленькую незаметную книжку, там, где вроде как ничего не происходит. Вот. А сегодня у нас на очереди то, что ждало своей очереди. Извините за тавтологию, но примерно год, слушай, с момента выхода, целый год у нас вот этот вот забытый проклятый город ждал появления на стриме. Слышно прекрасно, это замечательно. Вот, и все-таки дождался. Я честно скажу, я не знаю, что игра из себя будет в итоге представлять. Изначально это был мод для Skyrim, насколько я помню, который вылился в целый самостоятельный проект, и в итоге он вышел. И как бы мы его так как не проходили, я его, в общем-то, не смотрел, и не знаю, что он будет, как он будет выглядеть, как он будет играться. Ближайшие впечатления у меня это то, что я предполагаю, что это будет что-то схожее с симулятором ходьбы, типа там хроники последних дней, что у нас там было, Эдит Финч. Ну ладно, Эдит Финч, наверное, не стоит приводить в пример, это вообще самобытная игра. Дир Эстер, Стэнли Парабл. В общем, посмотрим. Не думаю, что там будет какой-то экшон, скорее там будет просто какая-то история, где мы будем каким-то сторонним наблюдателем. А может быть и не совсем наблюдателем. Вот. Игра не очень долгая, проходит, по-моему, где-то часов за 8, если будем тупить или не будем. В общем, где-то на 2-3 стрима, я думаю, нам ее хватит. Вот. В чем суть всего вот этого вот? Я сегодня, как видишь, очень Эллочка-людоедочка, поэтому ты уж меня, чатик, извини. И привет, Денис. Я сегодня буду очень сложно выражать свои мысли, не знаю, день такой. Или период. Ставь лайк за период. Так вот, в этой самой игре суть в том, что есть древнеримский, по-моему, город, в котором все внезапно стали золотыми статуями. То есть город живет, процветает, но на нем лежит проклятие. Если кто-то из жителей города нарушит закон, какую-то там заповедь, не знаю что, то весь город понесет наказание. Вот такой вот коллективное наказание, да. Вот. Ладно, чатик, извини меня за столь сложное выдавливание из себя мыслей. Я надеюсь, то, что дальше пойдет получше. Я думаю, ты мне будешь в этом активно помогать. Пока можешь рассказать, что ты там пьешь, кушаешь, как обычно. Чаечек, кофеечек. У тебя кофеечек вечером. Сейчас еще немножко подождем. Нет, я думаю, еще немножко подождем. Пару минуток буквально. Начнет заканчиваться музыка, и мы пойдем.
Кстати, да. Музыка у нас заканчивается, поэтому давайте начинать. Кто у нас уже подошел, тот подошел. Кто не успел, ну, видимо, пропустит какое-то начало, посмотрит в записи. Да? Так, ага. Картинка есть. Сделать камеру, я честно сказать, я не хочу, потому что надо заморачиваться со светом, надо заморачиваться с окружением, надо заморачиваться с моей физиономией. В общем, не знаю. Вам оно надо? И да, моя камера, которую я покупал, она до сих пор лежит не распакованная. Вот так вот. До сих пор он на полочке лежит. Я ее так до сих пор и не поставил. Да, помогите нам избежать спойлеров, чатик, я тебя предупреждаю. Вскоре вы сами увидите, что сюжет игры полон интриг и внезапных поворотов. Пожалуйста, предупредите, я тебя предупреждаю, чатик, аудиторию о наличии спойлеров, прежде чем войдете в белый коридор, чтобы те, кто хотел пройти игру, могли узнать дальнейший сюжет самостоятельно. Привет, Маша, ты все-таки пришла и ты ничего не пропустила. Вот. Так что мы ждали и в итоге дождались, да. Так вот, еще раз предупреждаю, здесь будут спойлеры. Нет, Паша, выйди и войди как полагается. Я думаю, все готовы. Все, кто... Давайте начинать. Эту игру разрабатывала команда из 3 человек на протяжении 4 лет. Это таинственное приключение с множеством концовок. Здесь поощряются вдумчивые разговоры и исследования. Наши дни. Игра на самом деле красивая. Я ее немножко смотрел. Самое начало. Hey, you're alive. На модельке прямо как в When I dragged you Skyrim. out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Так, ну у нас здесь выбор, кто мы, мужчина либо женщина. Ну, я думаю, мы поиграем за мужчину. Насколько мы... Какой тип кожи? Я белый цисгендерный мужик. Буду играть за белого мужика. Я думаю так. Введите свое имя. Чатик, какое имя придумать? Давай что-нибудь типа Вася. Нет? Ладно. Давай. Будут меня звать так. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Так, и тут мы типа создаем своего персонажа, насколько я понял. И я не знаю, чатик, давай выберем что-нибудь. Я почему-то вообще ничего не помню. Из-за недавней травмы головы. Давай вообще все посмотрим, да? Мне нужно было найти древние руины. Годы изучения истории порой позволяют лучше понимать древний мир. Я не знаю, на что это все влияет. Возможно, это как-то влияет на концовки. Возможно, это как-то влияет на стиль прохождения. Возможно, это влияет на детали, которые мы увидим там, здесь. Я пока не представляю. Возможно, это для реиграбельности. А может, вообще ни на что не влияет. Мне поручили секретную операцию. У вас есть личное оружие, но пуль всего 10. Придется использовать их с умом. Возможности пополнить боезапас не будет. Я скрываюсь от властей. Вы уже долго скрываетесь от властей и привыкли действовать быстро.
плюс 25 к скорости бега. Я вообще ничего не помню. Из-за недавней травмы головы вы стали менее восприимчивы к боли. Живучесть повышается на 50%. Вот я думаю, то, что для первого прохождения лучше выбрать, что я ничего не помню, потому что я реально, я нифига не понимаю, что здесь пока происходит. Поэтому давай это и выберем. Which is why I feel terrible for what I'm about to say, but I have a favor to ask. There are some ruins just behind you. Давай мы вот это Roman, вот I уберем. think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? То есть, чувак плыл по реке без сознания, кое-как там, не знаю, выжил, возможно, вынесла его там на берег, она его обшмонала, да, в поисках чего-то, а потом, когда он очнулся, иди найди мужика. Я не понимаю этих женщин. Oh, of course. Sorry, I У меня don't как mean бы to be варианта pushy, нету. What do you want to know? Да. Теперь, что ты хочешь узнать? Ну, давай по порядку, расскажи о себе. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Вообще нет. Да, вот скажи хотя бы, как тебя зовут, красавица. Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Подожди, то есть ты хочешь, чтобы я тебе что-то там сделал и даже не хочешь имя назвать? Нормально. All Вот right, да. fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. И что? Почему ты не хотела говорить свое имя? Зваться Карен после... А что за мемы? Look, if you really want to know all the tragic details, perhaps I can fill you in after you find Al? Хорошо. Ну-ка, может быть... Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Подожди, я хочу узнать, что за мемы там были. Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Так, All right. Окей. Да, вот. Yeah, something like that. But right now, I have bigger problems, like finding Al. Слушай, может быть, она просто виновна в том, что там с городом произошло? Там по-любому же будет какой-то портал во времени. He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... Что ты заладила с этим Элом, а? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Great. So you're ready to go look for Al? Так, за бесценными артефактами. А если я скажу, что я пас? Ладно, что? Thank you. Отыщем мы вашего Эла. Those columns behind you. Please, hurry. Oh,
And he left this here. But I think you'll need it more than I will. Ну, спасибо хоть за фонарик. Мощный фонарик, работающий от батареек. Надеюсь, они не будут садиться, да? Играем мы на геймпаде, как ты, наверное, понял. А, тут рыбку жарит. А в костер, я думаю, лучше не садиться. А, старая деревянная лодка. Карен, должно быть, использовала ее, чтобы вытащить меня из реки. Я думаю, что на геймпаде будет несколько поприятней, да? Ну, внешне выглядит очень и очень неплохо, скажи. Природа здесь, не знаю, чем-то Итана Картера напоминает. А туда мы... Прыгать мы умеем? Нет, судя по всему, не умеем. Но мы умеем бежать. А, нет, умеем прыгать. А, ну да. Да, вот мы можем бежать. Ну, текстурки такие себе. Да, сейчас бы еще придираться. На самом деле Unreal Engine, так сказать, творит чудеса в умелых руках. Так, ага. И рюкзак. Давай войдем, посмотрим, может. Как он прыгает-то? Прям как Гомер в Симпсонах. Ставь лайк, если играл в Simpsons Hit and Run. Рюкзак, заполненный поношенной походной одеждой и пустыми пакетами из-под еды. В нем нет ничего ценного, но все же странно, что я оставил его здесь, да? Ну, выглядит вполне себе рюкзаком. Вон, карабин хотя бы возьми, пригодится. Да и рюкзак тоже может пригодиться. Так, записка Элла. It means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Alworth. Понятно. То есть, как только я ступлю вот на вот эту вот платформу, то я попаду в глубокую кроличью нору. Ух ты. Ну, видимо, выбора у меня нет. Обратно я, похоже, не вернусь. Есть что интересное? Нет? Ладно, поплыли. Нехило я шмякнулся. Вон там вот. А как я обратно попаду, а? Вот даже если я Элла найду.
Так, ладно. Главное, чтобы не обрушилось ничего. Здравствуйте. На самом деле это место я уже проходил, когда смотрел игру. Здесь будет немножко жутенько. А вот те самые статуи. И чатик, как ты? Я думаю, слышишь и видишь. Эти жуткие манекены следят за мной. Да, да. Видишь? Они голову поворачивают. Твою дивизию. Ты, чатик, знаешь, как я люблю манекены, а тут целый зал с этих вот. И вот он тоже поворачивает. Молодая римлянка, оплакивающая кого-то. А? Мозаика. Древнеримская мозаика, изображающая богоподобную фигуру, превращающую человека в золото. Ага. Окей. Можно их всех вот так вот попрокидываю? А? Так, а это что? Скрижаль. Латинская табличка, которая, учитывая ее положение, выглядит очень важной. Еще бы уметь читать по латыни. Они еще и шепчут мне, а? Ладно, пойдем. То... Это вроде как не хоррор. Римский гладиатор, пытающийся от чего-то убежать. Что могло заставить его обратиться в бегство? Вот так вот полежи. Ты вдруг еще побежишь за мной. Вы, главное, не шевелитесь, окей? На двери лбом открывать это, конечно, сильно. Чатик, ты знаешь латынь, а? Молодая римлянка, похоже, она молила о пощаде. Что ж, еще одна римлянка. Ты тоже тут за мной следишь, да? Ага, быстрого сохранения и быстрой загрузки. Это, конечно, замечательно, но мне тут не совсем сподручно. Ладно. Римский военачальник, закрывающийся от чего-то. Римский легионер, замерший в ужасе. Я думаю, то что в ужасе они замерли как раз-таки от того, что все начали в золото превращаться, нет? Статуи. Ладно. Римлянка, молящая о помощи, которая так и не пришла. Видимо, просила богов.
О, здравствуйте. Это, похоже, Эл. Тоже стал статуей, что ли? Золотая статуя старика в современной одежде. Это должно быть Эл. Но как такое возможно? Whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Так, хорошо, то есть можем, разбежавшись, прыгнуть со скалы или что? Вот спасибо, Карен, вот спасибо, удружила. Отсюда вывод. Не доверяй незнакомым женщинам, даже если они спасли тебе жизнь. Послала на верную смерть, я так полагаю. Молодая римлянка в панике. У меня, похоже, только один путь. Это пойти в этот какой-то портал в прошлое. Мы пока еще вообще не понимаем, о чем писал этот, видимо, полоумный. Ага. Здравствуйте. Скелет. Останки человека. Кто бы это ни был, умер он очень давно. Римлянин стоит на коленях, словно моля богов о пощаде. А вот и он, портал. Выглядит как какое-то око Саурона. Но, видимо, у нас выбора-то нет. Ох. Знаешь, музыка прямо как из... с канала Discovery. Как это? Как же передача это называлась с Морганом Фриманом? Исследование звезд. А, прогулка по звездам, да. Незабудка. Что бы это ни значило. Точка отсчета. Выясните, как вернуться в настоящее время. Судя по всему, никак. Римский барельеф с изображением огромного круглого портала и двух женщин. Интересно, кто они такие. Ну, было бы интересно. Не кажется, или тут люди живые? Вот тут похоже. О, здравствуйте. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Здравствуйте, а почему вы говорите по-английски? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you, and what were you doing in that shrine? Ну ладно. Скажем, что я из будущего, подумает, что я какой-то полоумный. Скажем, что я посланец богов. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here.
We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Так, не особо поможет до рождения Христа или после? Ну да. Ну, давай посмотрим, что будет. Hey, not so loud. Just saying that name could land you in trouble here. If you haven't heard, his cultists burned down half of Rome last year. Horrible business. I heard Nero executed some of them, but a lot of people are still angry with them, even down here. So, if you're one of them, keep it to yourself. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So, let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Ну ладно, что ж. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Так, подожди. Давай вот тут вот еще пройдемся. Фига. Так, ладно. Наверное, нехорошо убегать сразу вот так вот. А то как-то... он вообще без меня идет, ему пофиг. Нормально. Опачки. А ты кто? Почему ты уже золотая? You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Здравствуйте. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. They never do. There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Help me? You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Выяснить, почему Ливия странно себя ведет. The bloodless shadows. This is their punishment. Ладно, пойдем. Непонятно пока ничего. Are ignorant of the road before them. Мы каким-то магическим образом узнали ее имя. Наш друг, провожатый, уже куда-то ушел. Здравствуйте. Как-то можно ее открывать не лбом, пожалуйста, руками, например. Куда этот мужик свалил? Не кради, не обижай никого, кто бы ни написал, не начал это писать, он не успел завершить начатое. Окей. Да, не порти стены граффити. Так, подожди.
Куда мне все-таки идти? Вот он подождать-то меня не мог, что ли? Мне же все интересно посмотреть. Тут полазить, там полазить. Нет, надо свалить. Кто идет? Здравствуйте. В смысле, вы тоже, да? Почему я здесь? Да я сам не знаю, блин. Мне сказали Элла найти. Я нашел. Он там повешенный. Висит. Я вообще домой хочу вернуться. Меня там, может быть, я не знаю. Кошка дома ждет. Собачка не кормлена. Рыбки не выгулены. Так, куда мне? Что вы все тут золотые стоите, как истуканы? Ну, ладно, лучше стойте, да. Куда мне идти? Алло, мужик, ты где? Опа. Опа, опа. А ты у нас кто? Hello? Здравствуйте. My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. И каких ты натворил? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Ну, что-то решил, что-то украсть, да. Yes. But I wasn't. I was just looking. They said I did it more than once, but I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Yes. They said I have to live here now, and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you think you could read it for me? Письмо Сентия к Дули. Магистрат Сентии объясняет, что Дули был заперт, чтобы предупредить его попытки вторжения. Давай посмотрим. Магистрат Сентий Дулию. Я пишу в связи с вашим неисправимым антисоциальным поведением, вызванным одержимостью потерянным сокровищем. Я сочувствую вашему положению и тому, что ваш опекун Ганнибал умер несколько недель назад, и хочу донести важную мысль. Сокровища, которое вы ищете, не существует. Учитывая ограниченность вашей памяти, скорее всего, вы просто что-то перепутали. Кроме того, поскольку вы несколько раз были пойманы при нарушении границ, в том числе рядом с цистернами, доступ к которым строго запрещен, я был вынужден сделать вывод, что вы являетесь помехой для нашего сообщества и должны быть ограничены в свободе, чтобы не нарушить золотое правило. Я надеюсь, что это письмо поможет вам вспомнить, почему вы находитесь в заключении, если в дальнейшем у вас будут провалы в памяти. What does it say? Тут говорится, что тебе несколько раз ловили на незаконном проникновении и заперли, чтобы ты не нарушил золотое правило. My treasure. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then he died. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius and
priestess lady. She's a nice lady. Так, если ты дашь мне ключ, я попробую узнать, что он открывает. Окей. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Давай я поговорю с магистром и узнаю, как тебя отсюда вытащить. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Когда может стоить довести нового магистрата? Like Galerius, he's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Хорошо, посмотрю. Так, эта реплика сделает данное задание приоритетным. Маркеры будут показывать только связанные с ним цели. Я посмотрю, что можно сделать. Доп. Задание, окей. А у меня где-то есть перечень этих заданий? Ты не знаешь, как сюда выбраться? Please, I hate it here. It makes me very sad. Так, ладно. Go? You mean treasure? My friend Hannibal used to look after. Так, это мы уже слышали. If he gave me this, all I remember is now nobody looks up. Ясно. Ладно, пойдем. Bye-bye. Что-то странное, да? Вообще пока ничего не понятно. Мой первый встреченный человек куда-то усвистал, а ну. Записка от Дули. Я ничего, говорит, не делал. Хорошо. Поверим. Латунное зеркало. Какое-то оно не очень зеркало. Латунь была отполирована до состояния примитивного зеркала. Его использовали для нанесения макияжа. В общем, короче, фиговое зеркало из этой латуни. Там еще кто-то. Help! You have to do something. A man arrived in the baths. Real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что это за правило-то такое? У меня нет оружия. Ты вообще кто? But now's not the time. Are you going to help or not? Что мне сделать None of us вообще? do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. You'll just have to improvise. Ладно, займусь. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Может, нам не стоит там встречаться? We don't have time for this. I have to go. Ладно. The shrine is collapsing. Ну вот поэтому и не стоило там встречаться, да. Fabia, no! Oh God, she's dead! Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her.
Oh, Fabian, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Храм может обрушиться в любую секунду. Ну да, читать она, видимо, не умела. Ясно, понятно. Да, я тебя слышу. А вот ты, видимо, умела читать, да? Это ж ты сказала нет. А что мне делать-то? Ладно, пойдем. К этому мэру мы не попали, или как его там? Вот это ясно. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Да вообще понятия не имею. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Ясно. Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? Это всего лишь маленькое поселение, мы все оказались здесь случайно. Ты сможешь сам обо всем узнать. Oh, how very welcoming of you. You want me to let my guard down, is that it? You're not going to get your claws into me. I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Какой еще таинственной секты? Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quinctius did, those days are numbered. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Мы не можем отсюда выбраться. Да. So you admit you're not allowed to leave? Мне запрещается уходить. Дело не в запретах, мы чисто физически не можем уйти, отсюда нет выхода. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Это не мантра, это предупреждение. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Да я-то откуда знаю? Я не знаю, что они когда-то были людьми, я сам сюда пришел, еще ни с кем не виделся. Ну ладно. You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust me. Мы не превращали их в золото, это сделал Бог, и мы не знаем, какой именно. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? Our God told us to do it. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists, there's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quinctius is. Do not waste it. Я не имею никакого понятия, кто это или где он. Что ты можешь рассказать мне о Квинкции? Я могу убедить тебя оставить его в покое. Но не собираюсь тебе помогать. Может, расскажешь что-нибудь? Here's what I know.
He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Тут ты знаешь, что это он сжег Рим. All I know, all I care about, is that the Emperor believes he is guilty and wants him dead. The details are not my concern. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Then you're of no use to me. Do you have any last words? Я не состою ни в какой секте. Ты сказал, что не убьешь меня, если я скажу And правду. there's a simple explanation for that. I lied. But if you want to know the truth before you die, here it is. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. Идти за Сентием в храм и воспользоваться его порталом. О, прикольно. Так, хорошо. Что-то как-то не очень хорошо. Я, по-моему, при смерти. Ладно, посмотрим. Я пока вообще ничего не понял. Ты чайник понял что-нибудь? Окей. Мы типа тут в петлю попали. Но только я тут почти мертвый. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Так, да, мы с тобой уже разговаривали. I don't think so. I've never seen you before in my life. Да. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Рукоятка для канатной. Ясно. Just Спасибо. attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. All right, see you around. Так, хорошо. У меня вроде как силы восстановились. Так, а пойдем за ним. Может, он меня отведет? Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Now, what's on your mind? Так, как отсюда выбраться? Ну-ка. Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Давай вот это вот I've bounced спросим. the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the elections stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me.
Так, почему Дули сидит в клетке? Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being a thief. That's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. Gladly. Так, давай о себе. Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Ну, I'm не a спешим farmer. ведь, да? Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and 2 little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. I sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young. It was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome, to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place, and I started my life over again. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting. And he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Well, as much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Well, it's a long one. Alright,
See you around. Так, ты пойдешь? Давай за ним проследуем, посмотрим, куда он нас отведет. Старушки, кстати, не было. Так, ага, он пошел сюда. Мы тоже пошли сюда. Тем путем я что-то как не хочу идти, там мужик с луком стреляет. Даже относительно точно. О, тоже женщина какая-то. Все везде статуи. Тут статуи, там статуи. О. Да, спасибо, все в моих руках. Прям по капусте идет. А, это твоя ферма, я понял. А ну, давай посмотрим. Тут вот какие-то бабочки около всякого. Гусиные яйца, куча гусиных яиц, снесенных городской гусыней. Ладно, возьмем. Почему бы и нет? Мы же не совершили ничего плохого. Гусыня. Прям как этот самый гусь, которого мы играли. Ну, логично. Ты статуя. Давай посмотрим, что у нас тут. В воду я пока не хочу прыгать, но вот там вот такое ощущение, что что-то есть интересное. Пока что нифига непонятно, что тут надо делать. Какие-то катакомбы. Старый сундук. Бинарий. А ну. Стрела с оперением. Сосуд с вином. Ладно, последний сосуд с вином в городе. Ну, мы кого-то... Чью-то заначку нашли, судя по всему. Здравствуйте. Надпись. Пусть боги будут добрее к тебе, чем они были к нам, незнакомец. Хорошо. У нас тут что-то совсем все плохо. Сколько тут ходов? Куда идти, непонятно. Так, башенка для игры в кости. Металлическая башенка для игры в кости, изобретенная для борьбы с жульничеством, которое явно было распространенной проблемой среди римлян. Окей. О, сундук. The many shall suffer for the sins of the one. Ага. Out of my way. Бежим. Я понял. Сэнти. Это вот он, да?
Да, я типа украл. Магистрат сейчас не может. А, то есть это его. Его это кости там были. Понятно. Так, подожди, а у меня есть какой-нибудь перечень заданий? Нет? А, вот, отслеживание целей. Замечательно. Окей. Так, вот, задание. Инвентарь. О, прикинь, у меня тут динарий есть. Фонарик у меня есть. Табличка с надписью. Письмо Сентия. Гусиные яйца у меня есть. Стрела есть. Сосуд с вином. А про правила-то кто-нибудь расскажет, нет? Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the shrine of Proserpina? Так, я из будущего. Давай скажем то же самое. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know? That's all Мы right. уже все слышали. It's horrible business, but you seem live by. Not. Давай про закон все-таки узнаем. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, are you coming? Давай, веди. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But А, as вот, you can можно see, вот так вот, we've got a окей. nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics. I'd stay clear of it and her if I were you. She's, it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Ah, don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Ладно, хорошо. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you,
you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Давай с ним поговорим. What now? Расскажи о I'm a себе. legionary of the First Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughter, I should say, and the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl and pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Sentilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Так, давай посмотрим. Аврелия, класс плебейка, занятость владелица трактира. Место проживания трактир в трущобах. Примечание говорит, что не знает, как выбраться. Вергилий, класс плебей. Занятость архитектор. Место проживания форум. Примечание. Галерий, класс плебей. Занятость фермер. Место проживания трущобы. Ганнибал, класс чужеземец. Занятость заготавливания корма. Место проживания трущобы. Примечание. Умер в цистерне. Ясно. Георгий, класс чужеземец. Занятость торговец. Одежда. Место проживания форум. Гораций, класс плебей. Занятость стражник. Место проживания трущобы. Деций, класс плебей. Занятость торговец. Разным. Место проживания форум. Домиций, класс плебей. Занятость охранник. Малеола. Место проживания трущобы. Ну да, Дуилий нетрудоспособен. Проживание заключен на складах. Это вот Дули вот этот, да? Клавдия, класс Патриций, жена Малеола. Место проживания вилла, центральная. Ливия, плебей, парикмахер, трущобы. В данный момент отказывается работать. Лукреция, чужеземец, занятость медсестра, проживание трущобы. Малеол, Патриций, это вот наш Патриций, да? Ростовщик, вилла средняя, не заслуживает доверия. Невия, плебей, врач. Бомж, заперлась во дворце. Октавия, Патриций, уборка, садоводство. Нижняя вилла. Руфий. Занятость патруль. Проживание трущобы. Все больше волнуется. Сентий, Патриций, магистрат. Вилла верхняя. Сентилла, Патриций, ученик. Вилла верхняя пропала.
Сентия, Патриция, ученица. Вилла Верхняя не выходит за пределы виллы в целях безопасности. Ульпий. Плебей, долговой раб Малиола. Вилла Средняя. Плебей, пекарь, трущобы. Это у нас кто? Фабия. Хаваш, чужеземец, рыбак. Проживание трущобы. Пропал. Эквития, Патриций. Весталка. Вилла Нижняя. Что такое Весталка? Так, Юлия, класс Патриций, долговой казначей Малиола. Проживание вилла Средняя. Окей. Спасибо. What business is that of yours? A lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? I suppose that's true. Так, ты не замечал ничего подозрительного накануне ее исчезновения? Santilla was always a kind, well-behaved young woman. А, жрица, окей. Her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better though, I suppose. Так, хорошо. Fine. Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Так, хочешь сказать, тебе нравится это правило? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Так, там, откуда я родом, это посчитали бы коллективным наказанием, а это военное преступление. War crime. Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said, in times of war the law falls silent. Да, наши миры очень разные. Seems that way. War crimes. Ridiculous. If you like. Да, пойду я, пожалуй. Please keep an eye out for anything that might lead us to Santilla. Хорошо. Whatever are you wearing? Ugh, I А wish ты вообще кто Horatius would такая? stop letting barbarians in here. What do you want? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. понятно. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Я не из этих краев. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Santilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Да по-любому гарпия, да?
А, когда ты ее в последний раз видел? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Слушай, а прикинь, если... это... Как ее там? Клара, не Клара? В общем, та деваха, это и есть вот эта вот Синтилла. I think so, yes. But she was very встречалась она с careful Эллом. about keeping his identity a secret, even from me. Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest, and my little sister is formerly Sentia Minor, but she's affectionately known as Sentilla. Ясно. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy? I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. А это правда? Ugh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Вот так вот, все, она не захочет, да, больше? Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Ах ты какая. Ладно. Так, погоди. Это просто какая-то гравюра. Ладно, давай с Сентием этим поговорим. Давай осмотримся. У нас тут есть записка от Сентиллы. Сентилла выражает благодарность Сентию за то, что он удочерил ее. От Сентиллы Сентию, пусть Юпитер Оптимус Максимус продолжает защищать и направлять вас. Спасибо за то, что сделали меня своей дочерью и за прекрасный кулон на день рождения. Я обещаю, что буду носить его всегда. Я чувствую себя в безопасности и счастлива, что вы мой отец, а Сентия — сестра. Я чувствую, что вы переживаете из-за выборов в следующем месяце. И думаю, что если сумеете показать себя таким, каким я вижу вас, сильным и надежным, то сможете победить. Я уверена в этом. Так, а вообще что у нас? Основное задание, точка отсчета, выяснить, как вернуться в настоящее время, чтобы кто бы не отправил меня сюда, возможно, он сможет вернуть меня в будущее. Ящик Пандоры. Вот, золотое правило. Узнать о золотом правиле. Завершенные. Войти в руины. Незабудка. Найти портал в прошлое. Пройти через портал в прошлое. Бежать. Окей. Инвентарь. Список граждан у меня есть. Так, точка отчета выяснить, как вернуться, понятно. Узнать о золотом правиле. Поговорить с магистратом на его вилле. Мне не захотелось осматривать город с Галием, с Галерием, поэтому теперь мне нужно поговорить о золотом правиле с магистратом Синти. Окей, давай. Поговорим. Я так полагаю, да, это оно и есть. А тут красиво.
Кто, интересно, этот город весь построил? We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name to match a curious accent. But I digress. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains many hundreds of years ago. Да, здесь прекрасно. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Да, что-то не Nor could припоминаю. I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Так, что здесь считает грехом? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Так, мне кажется, это не лучшая идея, но все, что законно, соответствует нормам морали, а в местах, откуда я родом, многие ваши законы и обычаи считаются варварскими. Ну... Я не знаю, наверное, надо с ним согласиться, да? I'm glad you agree. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault, and rape, as well as theft and arson and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Так, вы можете задать все эти вопросы позже. Окей. Когда ты говорил, что меня послала сюда Прозерпина, что ты имел в виду? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal.
It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Да, ты прав. Я из будущего, разница во времени примерно 2000 лет. 2000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us, of this city? Вы все превратились в золотые статуи. I have imagined it, our downfall 1,000 times, but it still breaks my heart to hear the truth of it. Привет, Рома. Так, как устроен этот ритуал? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? В храме действительно лежали человеческие останки. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ну, ладно. Well, I suppose that's all I can ask for. Так, давай мы, чатик, сейчас вот эти вот все варианты поспрашиваем и сделаем небольшой перерывчик, хорошо? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Ну, я уже тут испортил немножко. Окей. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Откуда мне знать, что во всем виноват не ты? Возможно, преступление связано с исчезновением Синтилы. Ah, so you know about that already. It's a devastating loss, of course, but that was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Me? Why would you suspect me? I've just told you, I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Не, ну да, я согласен, что он выглядит очень таким разумным, и он пытается перестраховаться максимально, чтобы защитить людей, живущих в этом городе, в том числе и себя, естественно. Но учитывая, что он там себя в жертву принес для проведения ритуала, то, видимо, больше он все-таки о людях беспокоится. Так, может быть, выскажет мнение? Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you.
Это он сейчас про того фермера говорит. Я не запоминаю имена, если честно. Так. Как мы понимаем друг друга, я не знаю латыни. You mean you couldn't speak Latin before you arrived here? How strange. But the gods are active here, and their temples and shrines hum with power like nowhere else in the Empire. Perhaps when Proserpina brought you here, she planted the seed of Latin in your mind so that you could better serve her. Ну, возможно. An unbeliever, then? If you come up with a better explanation, I'll be interested to hear it. Так, если я сделаю это, поможет мне вернуться домой? Я думаю, что не вернется он домой уже. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Ну, как бы да, но... не знаю, мне кажется, вселенная схлопнется. Ну. Good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Ну, как минимум, одного-то я нашел, который там в банях был. Ну, хорошо, займусь. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it will win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Так, рассказать Сентию об убийце. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Так, давай мы... Ладно, с этого и начнем. Погоди, You've returned. Do you have any news about your investigation? Так, мы можем поговорить о том, кто нарушает золотое правило. Мне хотелось бы задать несколько вопросов. Расскажи о себе. А давай... Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Decurionem? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Very well. Ой, так. Подожди. Sextus Sentius before I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Ясно. Very well. Так, как отсюда выбраться? В золотом правиле. I've had plenty of time to think about it.
Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed, and hubris. I trust that answers your question. Да. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic, the law of the 12 tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities. Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Now, was there something else? Да, ну, знаешь, я его на самом деле понимаю. If I did, I'd have led these people out of here already. Так, насчет расследования. Ну, давай. Of course. What is it? Давай вот насчет вот того вот мужика, который с луком. Are you sure you've spent enough time investigating to make that call? It seems to me you've barely had enough time to scratch the surface. It looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Хорошо. Ask then. Окей, Good. это мы уже все Now, читали. Was there something else you wanted to discuss? Thank you. I'll be waiting here for news. Так, хорошо, у меня активные задания. Фокус с исчезновением. Так, вот. Понять, кто с наибольшей вероятностью нарушит золотое правило, и рассказать об этом Сентию. Сказать Сентию, что вы подозреваете Галерия. Галерия оказался обозленным человеком, в прошлом нарушившим законы, прибегавшим к излишней жестокости. Не обязательно сказать Сентию, что вы подозреваете Сентию. А Сентия слишком спокойно относится к исчезновению собственной сестры. Рассказать Сентию об убийце. Ладно. Так, а у меня здесь создать временной парадокс. Ящик Пандоры. Понять, как добиться избрания Галерия магистром. Можно, короче, по всем этим заданиям пройтись постепенно. Лукреция. Кто такая Лукреция? Выяснить, что случилось с Сентилой. Расспросить жителей вилл, что они знают об исчезновении Сентилы. Раздобыть лук. Угу. Вот это было бы неплохо. Понять, как можно обезвредить вооруженного человека. Возможно, придется проявить смекалку. Так, праведник. Понять, как добиться окей. Концы в воду. Выяснить, как попасть в верхнюю цистерну. Освободить дули, чтобы получить ключ от верхней цистерны. Так, окей. И все-таки. Подожди. Вот это вот. Ладно.
в храме Аполлона с Лукрецией, да? Вот с этой вот. Ладно. Чатик, давай сделаем небольшой перерыв. По моим часам сейчас 19 минут. Давай перерыв на 5 минут, и в 25 минут мы продолжим. Красивая музыка, не так ли?
Чатик, я вернулся. Напиши мне, когда будешь готов продолжить. А я, наверное, пока сохраню игру. Давай пока полюбуемся красивым видом. О! Прикинь. Я могу по крышам лазить. Паркур. А зачем? Я ж ведь шлепнусь нафиг. И костей не соберу. Но это забавно. Куда он свалил? А, наверное, вот куда-то вот туда, да? Ладно, давай продолжать. Пойдем в храм, посмотрим, что за проблемы у тамошней жрицы. Она как, ночная жрица или дневная? Слушай, а прикинь, если я могу... Ой, это я зря. Давай сразу вот так вот. Это я зря, конечно. Вы погибли. Не зря я сохранил. Я хотел по крышам попрыгать. Тут же паркур. Журнал заданий, инвентарь, окей. Вот. Оп, оп, оп. О. А, ну я так полагаю, что фиг мы куда тут пройдем. Ой, прости, чатик. А садиться он не умеет. Ладно. В огонь, кстати, тоже заходить нельзя, потому что... Ну, ты понимаешь. Нет, украсть чужое я не хочу. Это сразу автоматически. Хотя, знаешь, если мне надо будет перезагрузить этот мир, то... Я думаю... Можно будет... Барышня это со мной говорить не хочет. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Так, ладно. Мне вот интересно еще вот эти вот задания побочные, как их выполнять. А вот это горация, да? Конечно, да, вон. Завел новую подругу. Она души во мне не чает. Лопата. Что-то тут не так, да? А что она такая? Какая-то зеленая. Римская кочегарная лопата из бронзы. Пахнет золой. А, она из бронзы, понятно. Окислилась. Странная какая-то лопата. Несомненно, было неприятно готовить пищу при настолько плохой вентиляции, но римляне, вероятно, считали это проблемой своих слуг. Угу. Это морковь фиолетовая. Серьезно? Такой она была до того, как начали выращивать современную оранжевую. Я не знал, что есть фиолетовая морковь. Чатик, а ты знал? Keep an eye out for Scintilla, would you? Да постараюсь я ее найти, постараюсь.
Так, склянка, бюст. Скульптура Ареса. Он красавчик был, слушай. Греческого бога войны, известного как Марс у римлян. Маленькая склянка с примитивными духами, сделанными из цветов и масла. Окей. Косметическая банка. Латунная банка с каким-то порошком для макияжа. Окей. Так, это мы уже... Латунное зеркало мы уже смотрели. И это такое же прям зеркало. Дневник Сентия. Сентии. Сентия считает, что каждый имеет право на секреты. Дорогой дневник, сегодня отец предложил мне начать вести дневник, чтобы отвлечься от ужасного исчезновения моей сестры. Как послушная дочь я, конечно, подчинилась, поэтому следующие страницы будут содержать мои самые сокровенные тайны. Я знаю, что ты читаешь это, отец. Я, может быть, и молода, но не дура. Мы все имеем право на секреты, Сентия. Угу. Ну да. Логично. Это, видимо, комната Сентии, да? Так, ну, красть мы ничего не будем. Чтобы не прогневать, и вот это вот все. А вот это вот нет? Опа, записка от Сентилы. От Сентилы Сентию и Сентии. Пусть Клементий отдаст вам силы простить меня. Мне жаль, что я покидаю вас таким образом, но я нашла способ сбежать и должна им воспользоваться. Надеюсь, что когда-нибудь мы снова встретимся. Да. Но, скорее всего, все-таки это Карен, это и есть вот это вот Сентилла. Мне почему-то так кажется. Так, ну это мы все уже смотрели. Это тоже. Сундук Сентилы. Ну, нет, брать мы ничего не будем. Альбом он не перестанет открывать, но... Дуболом, что можно сказать? И вот этому вот вы доверяете расследование и вашей жизни. Ну, мне почему-то кажется, что да, что влюбилась она в этого Элла. Ну, как влюбилась? Может, и не влюбилась нифига. А, вот ты где. Может, просто говорила, что она влюбилась. Но в любом случае, здравствуйте. Сколько? Сколько жмешь? What were you two talking about? Прости, что? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. What's he offering you? Money? Favors? What's your vote worth to him? Он не пытался купить мой голос. Мы не говорили о выборах. What? You're throwing your lot in with him for free then? That's even worse. Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Мне плевать на выборы. Then stay out of it. Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election. Хорошо, не против, если я задам несколько вопросов. Расскажи о себе. Мне бы хотелось познакомиться с Маллеолом. Почему на тебе одежда гладиатора?
Because I am a gladiator. That's why. Понятно. Ну ты не рядом с ареной. You wanna see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. Ладно. Ты не знаешь, When как отсюда Malleolus выбраться? wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. Что ты думаешь о золотом I think правиле? it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. Звучит здорово, что я могу сделать. Как он собирается это сделать? He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Почему ты не можешь сказать сейчас? Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. Мне кажется, тут каждый может согрешить. Old man Sentius got you already, did he? Well, I'm not talking to people in his faction. Confatuare. Ну окей, все, ты со мной больше не разговариваешь. Так, ладно. Давай еще раз попробуем. What's in Coolio Mio? What's in Coolio Mio? Окей. Ты кто? Name's Rufius. Better watch your step. Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. The one they call Ironclads. Same way as everyone else. Почему ты до сих пор носишь доспех легионера? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. None of your business. Introiti ipsum commensula. If we have to. If I did, do you think we'd be having this conversation? I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people. Да, ну я на самом деле его понимаю. I mean, all these people just bumble along like nothing's wrong. While we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're Конечно. not looking? Like they're waiting for something. I don't like it. Да, я согласен, они следят за нами. Malleolus. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Могу? No. Ясно. Whatever. Хорошо, пойдем все-таки в этот... Кто? Кто это сказал? А прикинь, если вот это вот Сентия, Сентила, как ее, в статую превратилась. Так, ладно, давай.
Ага. Смотрят. Ну да, по идее в статуи превращаются все. А, тут прямой проход был. Неплохо, неплохо. Это похоже на какую-то рыночную площадь. Скажи. Ладно, давай зайдем в этот храм. There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Так, Вергилий, у тебя все хорошо? Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. You arrived on a sad day, friend. What with Julia's death? I wish we could have met under better circumstances. Расскажи. Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people, that kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Давай. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. И что это значит? I'm not sure. It could mean that the Romans who first started building here were just copying Greek architecture, which they do all the time. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake, and allows us to fish and farm. Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it.
And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the golden rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Of course. Так, как отсюда выбраться? Я заметил надпись, что она значит, за кого будешь голосовать. You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the golden rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me, like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Ну, наверное. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. Как лишить Бога силы? Good question. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. Oh, it means someone thinks I'm a sinner, and that I'm going to break the golden rule. С чего кому-то думать такое? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Содомия? Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least I thought that was the case. It seems I was wrong. It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Сектанты? Strange bunch. They insist there's only one god, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Ну, давай. What?
Really? Я сейчас наберу этих I- самых квестов и как я их didn't выполнять expect буду. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Ладно. Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Nice to talk to you. Так, ладно. Он там шагает в стену. Ему... Ну, ладно. На самом деле, я не знаю, баги прям как будто бы из старых свитков. Да, классика. Вот такие вот они, римские содомиты. Да господи, ну ты, может быть, перестанешь уже лбом-то двери открывать. Стоит и вообще Лукреция. Это ведь она, да? Тут как бы человек зашел, она даже не обернулась. Давай посмотрим. Ступка и пестик. Ступка и пестик не сильно изменились за последние 2 тысячелетия. Ну, да, согласен. Стеллаж с травами. Деревянный стеллаж, в котором хранятся различные высушенные и измельченные вещества. Набор примитивных медицинских инструментов, включая щипцы и ножницы. Ее можно обыскать? Пусто. Она жива? Ладно. Здравствуйте, Лукреция. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Yulia. She was a good woman. А что произошло? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Опасные речи. Then you'd better get me that silphium quickly, hadn't you? Feeling all right? Расскажи о себе, да. And I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth.
and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. И кто это? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Так, ладно, давай посмотрим. I suppose. I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Так, что-то шепчут статуи, это нормально? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Да, расскажи про Невию немножко. She used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had down here until she said, "This changes everything." She kept the last, and then she's been gone. But I really wish one of my patients. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know.
Так, это мы тоже. Окей. Thanks, I suppose. Sure. What do you want to know? Как думаешь, кто мог ее отравить? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Hemlock, I believe. I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas's villa, and they are quite secretive. Понятно. Gladly. Но либо, если бы ее отравили, и там было бы нарушение золотого правила, то они бы все уже были мертвы, я так полагаю. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Я так понимаю, она умерла. Тут вроде как больше... А, статуя Аполлона, ну. Большая каменная статуя Аполлона, римского и греческого бога болезни и исцеления, помимо прочего. Ну да, любое правило, видимо, тут можно обойти. А ну, сундук. Заперто. Деций. Ладно, пойдем поговорим с ним. Это у нас кто? Greetings and salutations. Давай с тобой поговорим. Greetings. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick Грек, что together, ли? you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Моего народа пока не существует. Я из-за пределов известного вам мира. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Да, расскажи My о себе. story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. Так. Зачем здесь портной? Ну да. You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule, and so few customers, why bother setting shop at all? Ну, да. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Ну, окей. Как ты A здесь good оказался? question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares, and drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Так, ты плыл по Тибру? Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger.
I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Понятно. Anything you like. Shh! Not so loud. What are you playing at? Have you not been told about the last attempt? Oh, then I suppose this duty falls to me. Ah, it is a long story. Деваться мне все равно некуда. Можешь рассказать? Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Почему никто не пробовал так сделать? They have. I am getting to that. There was an attempt made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place, and so I say it is best to not even discuss it aloud. Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The golden rule has merely brought it into focus. Можно ли что-нибудь сделать? If we are to survive, I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, avoid doing what you would blame others for doing. Ну да, довольно просто. It does, doesn't it? But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Да, довелось это увидеть. The voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the golden rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing. Do they not? Да, это уж точно. Я видел эту статую. That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Сказать Синтию, что вы подозреваете Домиция. Так, я могу как-то повлиять на твое решение. Nothing comes to my mind, my friend. Все они так говорят. This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous though, Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. Хорошо, I hope спасибо. that our paths cross again soon, my friend. Так, давай поглядим. Мне ж разрешили, да, заходить везде и шариться. Так, красть мы ничего не будем. Краски.
Краски для одежды, по-видимому, их добывали из растений и насекомых. Это примерочная, да? Здравствуйте, здравствуйте. Ох уж эти статуи. Greetings and salutations. Что жрица? Ладно, пойдем поговорим с этим Децием. А тут что? Ларарий. Маленькое домашнее святилище, где древние римляне молились о защите. Окей. Список покупок. Вещи, которые нужно купить после побега. Вилла на Авентине в Риме. Колесница с 2 лошадьми. Место в Сенате. 4-конная колесница. Вилла на берегу Неаполитанского залива. Колесница с 10 лошадьми. 12 девушек-рабынь, светлокожих и пухленьких. Да, список вещей, которые Деци хочет купить после побега. Ну, понятно. Компроматик бы на него, да? Да, привет, Саша. Так, что? О, ключ от сундука Деция. Так, нет, мы красть предмет не будем. Это вот этот вот, нет? Не вот этот. Пойдем. А, слушай, это... Hello? Hello? Это Дули, да. Met before? Да. Мы уже встречались. Bye-bye. А что мне запоминать? Ну, как бы да. Остаются, но... Примитивный керамический таз с мочой. Возможно, они хранят ее для какой-то цели, отбеливания вещей. Может быть, кстати, да. Типа аммиак же. Все дела. А, вот это форум, да, тот самый. А ну что? Она направит тебя. Кто она? И куда направит? Что тут бабочки делают и что мне с ними надо делать? С бабочками. О! Это вот та самая, да? Ульпий любит Сентилу. Ульпий. Сентилу. Направлена на Ульпий. Убил Сентилу. А кто такой Ульпий? Да, тут Мидас случайно пробегал именно. И чихнул. Здравствуйте. Старый сундук. Ага, это ничье. Это можно... Это можно брать, да? То, что оно ничейное. Старый свиток. Миф о золотом правиле, Дурот-младший.
По нашему обычаю стоит начать с выражения почтения Богу, ответственному за этот город. Он дарует процветание и спокойствие, и спокойное уединение, а посему заслуживает высочайшего восхищения. Но здесь я должен отступить от обычая, ибо попытка этого Бога навязать нам строгие правила является деспотичной и чрезмерной и заслуживает презрения. Кто из нас не просыпался ночью в холодном поту, боясь случайно нарушить золотое правило? Стоит признать, что мы все способны на ошибку, будь то минутный промах в суждениях или сознательное решение, основанное на ошибочных рассуждениях. Однако великая угроза дамоклов меч, под которым мы живем, на мой взгляд, всего лишь обман. И я вам это докажу. Пожалуй, начну с контраргументов. Во-первых, можно утверждать, что надписи «Свершивший грех погубит всех» является доказательством того, что золотое правило вполне реально. Но это логически несостоятельно, так как мы не можем утверждать, что писавшие это знали больше, чем мы. То, что это послание было написано, не делает его истинным, так же, как если бы я написал «Дурот-младший Бог». Во-вторых, можно утверждать, что статуи в этом месте являются доказательством того, что золотое правило действительно существует. Нет смысла напоминать об этом. Это я обнаружил их в городе. Это я собрал их, уложил в тачку и поместил в ниши, в которых они стоят и сегодня. Я не скоро их забуду, и все же я отказываюсь считать, что когда-то они были реальными людьми. Нет никаких доказательств в пользу такого вывода. Когда мы читаем историю о том, как Венера оживила Галатею, скульптуру Пигмалиона, никто не думает, что это правда. Почему сейчас мы должны считать иначе? Но в конечном счете эти аргументы всего лишь аргументы. После многих лет жизни в страхе у меня остался только один способ доказать, что золотое правило ложно, и лучшее доказательство – действие. Друзья, я заранее прошу прощения, но однажды вы поймете, что этот момент стал поворотным в истории нашего города. Я ударю одного из вас, и мы раз и навсегда выясним, существует ли золотое правило. Похоже, выяснили. Похоже, существует. Да? А кого он, интересно, ударил? Вот этого вот. Похоже, да? В смысле? Как мне тебя найти? Так, ладно. Куда мне идти-то? Деций. Типа вот сюда, да? А тут дофига всего. Здравствуйте. Ой, как вас тут много. Да, поворачивает тоже голову. Неприятно, да, когда за тобой наблюдают. Записка Хабаша или Хабаша. Дневник снов Хабаша, где он рассказывает о своих повторяющихся снах, в которых появляется незнакомец по имени Херти или Херти. От Хабаша Хабашу.
Да, скорее всего, здесь несколько разных поколений было. Людей вот этих вот. И там, да, нарушали правила, нарушали. От хабаша к хабашу. Я рассказал Лукреции о своих снах, и она сказала, что если я запишу их, это поможет ей разгадать смысл. Простите. Вчера ночью все повторилось. Человек у реки был там, как всегда. Его лицо было скрыто тенью из-за необычного головного убора с бараньими рогами. Он снова представился Херти и сказал, что это он вытащил меня из реки. Херти ухмыльнулся, произнося свое имя, как будто оно означало что-то, чего я не мог понять. Это имя мне и вправду знакомо, но я никак не могу вспомнить, где его слышал. Теперь я не смогу спать спокойно, пока не узнаю, кто же такой Херти. Так, а все, да? У меня одна только страница. Резной лев. Старая диковинная ваза с геометрическими фигурами. Определенно не римская. Интересно, откуда она? На египетскую похоже. Ой, а что там, выборы начинаются? Это последнее предупреждение, грешник. Вот, это угроза Вергилию, да? Незаконченная записка. Расспросить Фабио, что не так? Каменный брельеф. О, ясно. Cerberus lifts his dribble head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Так, а тут что написано? Есть лишь один способ выбраться. Кто бы это ни написал, его прервали, возможно, трагически. Окей. Здесь Теофил устроил оргию с 4 девушками и в равной мере разочаровал их всех. Окей. Вот это вот тут вот, да, мы. Похоже, Домиций прибыл в город со своим щитом. Здесь мы нарушили золотое правило. Что тут фонарик есть? Вот тут вот я пришел. Да, пусть боги там будут добрее. Тыры-пыры. Это все было. Сосуд с вином, да, вот это вот. Я его брал уже. Здравствуйте. Пойдем на выборы, сходим, посмотрим. Я тут типа не пройду. Может, как-нибудь это присядешь, нет? Приседать он не умеет. Нет, умеет. Зачем здесь?
По ним можно было бы забираться, если бы только они могли выдержать мой вес. Ясно, мне надо как-то научиться. Или просто, может быть, я не того персонажа выбрал, поэтому... Жрица, что жрица? Так, ладно, попробуем пойти на выборы и посмотреть, что будет дальше. Блин, эти пещеры, они... О! Рыба. Деревянный барельеф. Деревянный барельеф с изображением рыбы. Похоже, он может иметь какое-то религиозное значение. The many shall suffer for the sins of the one. Ясно. Похоже, все. Трай закончился. То есть у меня еще и время есть. Нужно мне это все за определенное время найти. Ясно. Знаешь, мне начинает это напоминать 12 Minutes в какой-то степени. Там подобная фигня была, скажи. Да, время до выборов, судя по всему. Там кто-то кого-то что-то с ним сделает. Надо на самом деле посмотреть, кто кого что с ним сделает. Но давайте мы будем это смотреть уже в следующий раз. Я предлагаю на этом закончить. Чатик, напиши, как тебе игра. Пока нифига не понятно, но достаточно интересно. Я не знаю, насколько оно интересно смотреть вот именно в плане вот этих вот пробежек, траев, то, что ты с одним пообщался, с другим пообщался. И вот это вот все. В принципе, играть-то в это интересно, но не знаю, чатик, напиши. Ну а на этом мы закончим. Спасибо всем, кто пришел сегодня на стрим. Я сегодня немножко косноязычный, поэтому еще раз меня простите за это. Но не забывай ставить палец вверх, если тебе этот стрим понравился. Также подписываться на канал, если ты здесь впервые. Также у меня есть телеграм-канал, где публикую я анонсы новых стримов. Запись этого стрима выйдет, как всегда, завтра в 3 часа дня по Москве. Ссылочка на плейлист будет в описании. На телеграм-канал тоже, кстати, в описании. Ну, еще раз спасибо и до следующего стрима. Пока-пока.